Все наши зрители знают, что вчера произошло. Вчера Верховный суд удовлетворил иск о снятии с выборов партии «Яблоко». Мы не будем повторять, что сказали вчера. Сегодня задача другая. Обсудить, что товарищи с Лубянки тут сделали, что нагородили с этим позорнейшим судом, а главное, подумать, как нам действовать дальше, что это меняет в планах, а что не меняет. Начнем с заблуждений, которые, очевидно, живут в головах у тех, кто допущен сегодня рулить выборами. Понятно, что у граждан в погонах отделы головного мозга, не связанные с чисткой сапог, работают хуже, чем хотелось бы. Но таки в чем замысел-то? Вот явно же есть движ сейчас вокруг партии «Яблоко». Движ ведется с таким энтузиазмом, какого эта партия не видела даже в лучшие свои годы, даже в ранние 90-е. Какие-то бешеные просмотры в соцсетях, голосование в телеграм-каналах, где партия эта всегда на первом месте. Прям настоящий живой интерес, который не купишь за деньги. Интерес, который привлекает все больше людей. Компания, ограниченная интернет-средствами, внезапно наполнилась настоящей жизнью. Из этого можно сделать два вывода. Первый вывод самый очевидный, логичный и непротиворечивый внутренне и не противоречащий наблюдаемой реальности. В обществе сейчас такой запрос на антивоенные высказывания, что люди готовы слушать это высказывание от кого угодно. Люди устали слушать всю эту тяжелую, мерзкую, гадкую, людоедскую херню. Жить круглосуточно внутри студии вечера с Владимиром Соловьевым, когда со всех сторон все твердят: убить, взорвать, разгромить, посадить, уничтожить, сжечь дотла. Интервью губернатора, выступление Путина, ток-шоу о супружеских изменах, поле чудес, рассказ советского артиста о съемках в юности. И везде люди в камуфляже. Везде перечисление через запятую наилучших методов массового смертоубийства. Любой, кто допущен к публичному говорению сегодня, разговаривает с гражданами только о том, почему они должны быть счастливы сдохнуть за родину. 5-й год страна натурально живет в насаждаемом культе смерти, из которого лепят новую норму. Мы все должны сдохнуть, чтобы сдохли все они. Украинцы, европейцы, американцы, геи, трансгендеры, либералы. И все это есть в телевизоре, появляется в приложениях из белых списков интернета, транслируется на разговорах о важном, на уроках истории. Это даже не разговоры о победе, которой надо достичь и вернуться домой. Никто не знает, как эта победа должна выглядеть. 5-й год наши граждане наблюдают парад восторженных долбоебов, для которых русский человек, благодаря Путину, наконец обрел былое величие. У него теперь снова есть незнакомый поселок на безымянной высоте, где он может превратиться в неопознанные останки. Не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы осознать, насколько все эти 54 месяца со всеми этими разговорами противны человеческой природе. Что граждане очень хотят вынырнуть из этого океана кровищи, в который государство превратило всю публичную сферу. Что им сгодится тут любой спасательный круг. Из такого вывода следует: снимай яблоко, допускай яблоко, разницы никакой. Внезапный взлет яблока – это симптом тяжелой усталости от жизни посреди сплошной смерти. Сдохнуть от пули или от водки – единственный выбор, который дает Путин. Причем прямым текстом, и это не тот выбор, который кто-то хочет делать. Но если вы человек в погонах, то вывод будет другим. Партия «Яблоко» нашла способ раскачать страну. Партию «Яблоко» надо из бюллетеня ликвидировать, и страна обратно закачается. Успех «Яблока» на старте кампании просто лишнее доказательство того, что 5-ю колонну внутри страны еще не окончательно додавили. У людей в погонах никогда не хватит сознания, чтобы просто взглянуть на то, чем стала страна за 4,5 года. Дело не во взглядах, не в агитации, не в Украине, Европе или Штатах. Без разницы, либерал ты, консерватор, аполитичный, считаешь Крым нашим или не нашим. Просто нельзя так жить. Когда раз в год Дмитрий Киселев угрожает ядерным пеплом, это еще можно пропустить мимо ушей. Но когда слова «ядерная война», «геноцид», «мобилизация», «военное положение» произносятся через слово, обсуждается как прогноз погоды, то у любого человека будет нарастать внутренний протест. Чтобы с таким человеком разговаривать, чтобы вызвать его симпатию, не нужно быть политтехнологом от Бога. Не нужны западные гранты и кураторы из ЦРУ. Нужно просто не быть упырем. Не рассказывать человеку каждый день о том, как его жизнь превратить в ядерный пепел. Вырубить интернет, закрыть границу, а его самого отправить под малую токмачку. Мягко говоря, проще пареной репы такое электоральное предложение. И это электоральное предложение основано на сверхпрогретом спросе,
который совершенно точно будет выражен и совершенно неважно в ком именно. Но мы обсуждаем не логику ментально здорового человека, а логику людей в погонах, да еще ФСБшников. Тех самых, кто весь этот бардак устроил. Кому настолько важно было убрать яблоко с выборов, что сам факт снятия превратился в главное предвыборное событие и вообще выборы поставил в повестку обсуждения всей страны. Чтобы все до единого увидели, как единственную партию, которая просто пытается разговаривать с людьми по-человечески, снимают с выборов максимально нелепым образом. Кому нахрен прежде сдались заседания судов и снятие с регистрации кандидатов? Но оказалось, что если за дело берутся специалисты с Лубянки, то это превращается в отдельное художественное произведение и самый сильный агитационный материал заявку на выборы с целью нахлобучить начальство. В котором прекрасно все, начиная с личности заявителя, депутата Журавлева, заканчивая просто каждой репликой юристов со стороны истца. До выборов мы выпустим еще много роликов с призывом на них идти. Но даже надежды нет догнать по силе то, что у перепуганных чекистов получилось на этом заседании. Сказав все это, нужно напомнить важное. Нормальные люди, несмотря на то, что список их сняли за цитату из советской песни, на выборах остались. Избирательная система, не получив заранее нужных руководящих указаний, успела зарегистрировать множество яблочных одномандатников, сейчас их 130. Одномандатники на этих выборах важнее, чем списочники. Единая Россия прекрасно понимает, что со списочными результатами у нее большие проблемы. Судя по утечкам, ожидаемые результаты и планы на выборы снижаются с каждым месяцем. Речи уже нет о том, чтобы получить абсолютное большинство по списку. Даже ожидаемый результат снижен до 45%. Главный инструмент сохранения конституционного большинства – это победы в округах. В округах сложнее с консолидированным протестным голосованием. В бюллетенях будут написаны фамилия, имя, отчество, а не название партии с логотипами. Не просто так главным результатом зимних протестов 11-12 годов стало возвращение к смешанной системе. Оппозиция может консолидировать ресурсы на федеральное голосование, но на каждый из 225 одномандатных округов ресурсов ей не хватит. Сейчас есть шанс эту политтехнологию развернуть против ее создателей. Каждый зарегистрированный от партии «Яблоко» кандидат в одномандатном округе – это отдельный кандидат, это отдельная кампания. Снять их списком, просто по принадлежности к яблоку, нельзя. Для каждого снятия придется городить отдельный процесс. Отдельно у каждого искать фотографию со школьной линейки, опубликованную без разрешения фотографа. Это будет не разовое позорище. Это будет целый сезон сериала, больше чем на 100 эпизодов абсолютного позорища, и потом еще столько же апелляций. Москва, Питер, Екатеринбург, Новосибирск – все крупные либеральные города снабжены полным комплектом кандидатов от яблока по округам. В этом, наверное, заключается самый поразительный долбоебизм, выдающий холодную руку, горячее сердце и пустую голову мастеров заплечных дел. Весь вчерашний позорнейший перформанс не привел к исключению яблока с выборов. Сотни тысяч увидели онлайн, десятки миллионов скоро увидят в ТикТок нарезках, как нормальных людей снимают с выборов только за то, что они нормальные. А за этих нормальных людей по-прежнему можно проголосовать. На фоне общего падения популярности Единой России получить еще и конкурентов с народной любовью в округах, на которые основной расчет, это очень плохо. Ну вот вы сняли яблоко. А чего вы ожидаете добиться? Что все эти люди, которые спикеров яблока миллионами в Инстаграме последние 2 недели стали смотреть, что ничто, пойдут плакать в варежку и рассказывать, что, мол, ваши выборы не выборы? Что они забастуют и на них не пойдут? Или, может быть, вы думаете, что они скажут сейчас такие: «А, ну раз яблока нет, то мы тогда за Единую Россию проголосуем. Что же делать-то?» 2 недели назад никто слыхать не слыхивал ни про какое яблоко. Они выпускали себе политические заявления, как обычно, и читали их только преданные сторонники. Но тогда все читали то Викторию Боню, то Илью Ремесло. Короче говоря, любого, кто скажет, что вы, мудаки, поехали совсем крышей с вашей сраной войной за освобождение русской нации. Сила русского оружия на Донбассе нахер никому не уперлась в 2026-м. И граждане ищут совершенно любой способ, чтобы об этом ясно заявить и при этом не сесть. Яблоко вы сняли. А дальше что? В бюллетенях остались 130 одномандатников от яблока. Во всех крупных городах они есть. Ваши единороссы в этих округах могут начинать чемоданы паковать. И вы это прекрасно понимаете, судя по вчерашнему суду, за список. 130 округов, где у ваших халуев сейчас коленки дрожат.
Потому что все видят, что в любом городском паблике «Единая Россия» проигрывает Яблоку даже до его снятия. Вы думаете, что, в этот раз все будет как обычно? Сейчас, думаете, будут высокоинтеллектуальные выступления на тему «Что же нам теперь делать? Ходить или не ходить? Бойкотировать или наказать вас всех нашим активным сидением дома?» Да хер там в этот раз плавал. Нет уже ни публичных спикеров с этой херней, которых хоть кто-нибудь бы слушал, ни апатичных граждан, которым в принципе все нормально и кого политика не интересует. Граждане спят и видят, как дать вам в рыло, да так, чтобы от вас мокрого места не осталось. И им для этого не нужно никакое лидерство. Вы снимете 130 кандидатов от Яблока через 130 ваших этих марионеточных судов, которые найдут на их сайтах выражение «миру мир», да граждане найдут, как вставить вам кочергу в жопу по самой гланды каким-нибудь другим способом. И вы знаете, что все это правда. Вы прекрасно понимаете, что эту мою речь в заблокированных вами ресурсах посмотрят больше людей, чем завтрашнего Соловьева в вашем телевизоре. До выборов больше месяца, а россияне уже сейчас хотят пизды вам вломить побольнее. В высшей школе КГБ вряд ли об этом вам рассказывали, но очень сложно управлять людьми, которые вас ненавидят. Быть оккупационной администрацией в собственной стране можно некоторое время, но жизнь такая опасна и непредсказуема. До завтра.